Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим ваш таро-прогноз на 2025 год. Оценим, что вам привнесет в вашу жизнь год зеленой деревянной змеи, чем для вас ознаменуется, чем порадует, удивит и какие события произойдут в целом. Но прежде чем мы приступим, хочу напомнить один момент. Под каждым из видео для вашего знака зодиака в первом закрепленном мной комментарии есть полезные ссылки. То есть те расклады, которые являются безвременными или там с ограниченным временем, но которые для вас могут быть крайне полезны. Рекомендую пересмотреть расклад на 2024 год. Что вам это даст? Во-первых, позволит вам оценить, резонируют ли мои расклады с вами. Во-вторых, определить, какие расклады для вас в большей степени отыгрываются там по Солнцу или асценденту. В целом, как прошел год, отыгралась у вас информация или нет. Поэтому не забудьте мне маякнуть в комментариях, написать, что произошло. Буду ждать от вас обратной связи. Ну и, конечно же, благодарю каждого из вас за вашу поддержку и развитие, за ваши донаты, за ваши лайки, комментарии, за то, что вы делитесь видео с друзьями. Для меня это очень-очень ценно. Ну что, мои хорошие, мы не будем откладывать долгий ящик, будем приступать к раскладу. Работаю я сегодня двумя колодами, очень праздничными и интересными. Работаю в своей авторской методике. Одна колода состоит только из старших арканов, которые я буду раскрывать полной колодой. Но так как полотна стола мне пока не хватает, поэтому буду смотреть частично каждую сферу в отдельности. Я надеюсь, что вы готовы, поэтому приступаем. И еще такой момент. Я впоследствии буду записывать всеми вами полюбившийся расклад 12 задач. Ну, это будет в год змеи, предыдущий был в год дракона. Впоследствии вы можете его также оценить, но он будет больше с позиции рекомендаций, а текущий расклад у нас будет с позиции прогностики. Это очень важно. Итак, все, приступаем. Начнем. Львы, что вас ожидает в рамках 2025 года в сфере работы, бизнеса, карьеры, учебы? Влюбленные. Карта выбора. Карта выбора, аркан единения. То есть для кого-то это знаменуется как совмещение работы и хобби. Или одномоментно двух работ. Или ситуацию выбора, уйти или остаться. То есть может быть одну работу сменить на другую. Если это учеба, то одномоментно вы можете изучать ряд дисциплин. Кто-то будет получать второе высшее образование. Но и в целом влюбленная – это ситуация, когда на ваш выбор в плане реализации, выбора сферы деятельности может повлиять ваша вторая половина или очень близкий для вас человек. Так ли это? Сейчас раскроем и посмотрим, что здесь по факту. Так. Ох, у вас здесь потрясающие арканы. Смотрите. Девятка чаш, шестерка жезлов, четверка мечей. Ситуация, когда, знаете, работа не в тягость, а в радость. Буду сейчас с вами уточнять четверку мечей, чтобы потом не писали в комментариях, о чем она говорит. Сразу вам ее раскрою, ее значение, ее ипостась. Ну, смотрите, тут туз чаш, во-первых, на дне колоды, и дотягиваем к четверке мечей, карта сила. Потрясающие карты. То есть здесь в плане работы, бизнеса и карьеры, ну... Чего еще желать лучше? Итак, рассказываю. Если это учеба, обучение, которое в радость, знания, которые вы понимаете, что не просто будут пылиться на полке, они пригодятся. То есть вы будете их использовать в реальной жизни. Также можете их впоследствии и монетизировать, и нести в массы. И плюс, помимо всего, это как завершение обучающего процесса. Потому что четверка мечей – это все. Поставить жирную точку. Потому что вы завершили, карта победы и новые возможности. И тот факт, что даже, может быть, во время учебы вы себе на базе этих знаний получите какую-то работу, подработку, трудоустройство или запрос от конкретного работодателя. Поэтому это само по себе прекрасно. Что здесь может еще быть по этой триаде? Во-первых, вы можете переходить с одной организации в иную. То есть для вас как... Знаете, как со счастливым концом идет завершение какого-то процесса. Тем более, смотрите, туз чаш и сила, ну так были, в первые тянула туз чаш. Новая работа, новая деятельность, где вы ощущаете себя нужными, значимыми, где есть поддержка, где есть зона комфорта. И все это у вас проходит в состоянии покоя.
Может быть, еще, знаете, такой формат работы, в особенности, если это касается физиотерапии, санаторно-курортное лечение, релакс, восстановление, гипноз. ам, То здесь для вас открываются какие-то новые возможности, новые грани. Потому что по влюбленным это поддержка, это тот момент, когда о вас говорят, приходят новые заказчики, там новые клиенты, расширяется ваша клиентская база. И вы, конечно же, будете довольны этим процессом. Но раскроем эту ситуацию для каждого из вас, потому что кто-то работает, кто-то нет. А нам нужно понимать, как для каждого из вас прозвучит этот ряд карт. Оценим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает или по ряду причин работать не может. Неработающие студенты, пенсионеры или неработающие мамы в декрете. У вас по королю мечей это ситуация интеллектуального труда или в какой-то степени пассивный источник дохода. Ну и серии. Вы можете где-то какие-то книги покупать, перепродавать. Это будет позиция купи-продай, но работа, которая идет с радостью, с легкостью, и вы получаете деньги. Или может, если вы поделитесь какой-то полезной информацией, запишите курс, неважно, что это, какие-то нюансы по, не знаю, воспитанию детей. У кого-то, может быть, чем пенсионеры занимаются, пока еще не знаю, но в любом случае ваши какие-то, нюансы, которыми вы можете поделиться и также на этом зарабатывать, вести какой-то блог. То есть здесь это как пассивный источник заработка, но работа, которая приходит в легкость, с радостью, без какого-то напряга. Ну, это прекрасно. Смотрим ситуацию для тех, кто является соискателем. Что у вас? Что у вас? У вас по рыцарю мечей. Это ситуация, когда нужно идти на пролом, на абордаж. Почему? То есть если работа нравится, это в какой-то степени быть конкурентоспособным. То есть не просто идти на пролом, но чем-то ваши действия, ваши амбиции должны быть подкреплены. Но о чем здесь тогда говорит четверка мечей, скажете вы? Делать это спокойно, без какого-то надрыва, без конфликта. То есть да, вы можете быть настойчивы, но это должно быть мягко, деликатно, дипломатично, чтобы вы получили работу мечты. Оцениваем ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником. У вас по карте императрица. Зачастую императрица, конечно же, это ситуация, когда вы можете менять нишу сферы деятельности. Ну и, конечно же, это смена вакансий. То есть с одной вакансии переходите на другую. Вы можете как расти в рамках одного предприятия, так и в целом одно предприятие менять на иное. Для девушек и женщин может отыграться несколько в другом ключе. Это как уйти в декрет. Временно поставить в паузу в текущей трудовой карьере. Но вам это будет в радость. Поэтому кто стремился, кто хотел, может отыграться в таковом ключе. Смотрим ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом. Семерка жезлов. Здесь нужно быть напористым, отстаивать свои интересы. То есть не бояться, может быть, в чем-то высказать фе или свое недовольствие партнеру по бизнесу, соучредителя, может, тем более держать, так сказать, в узде ваших подчиненных. Семерка жезлов – это, знаете, как добиваться своих целей, верить в них и идти до конца, даже в тот момент, когда никто не верит в них, или не верит в вас, или какие-то ваши идеи, начинания считают сумасбродными. Знаете, в чем парадокс? По влюбленным все равно найдется такой же сумасшедший, как и вы, который поддержит вас в вашем вопросе, в вашей ситуации и позволит вам добиться успеха. Это ли не главное? Поэтому вот так. Хорошо. Мы с вами сейчас будем смотреть сферу финансов, а сферу работы пока отложим в сторону. Итак, финансы. Львы, что же у вас по финансам? Что ожидает? Финансовая сторона вопроса. Колесница. Колесница сама по себе символизирует прорыв или рост доходов. В некоторых случаях даже получение денег из нескольких источников дохода. Но есть нюанс. Ваши доходы могут быть равны вашим расходам. Конкретно, если анализировать текущую ситуацию и данный аркан. Помимо всего прочего, это могут быть существенные траты, которые сопряжены с поездками, с переездами, с путешествиями, с покупкой транспортного средства. Часто в комментариях читаю, так сказать, слышу, что пишете, какие поездки, переезды, я там живу в деревне. Ребят, это может быть ситуация, когда вы можете захотеть себе купить транспорт, а не тратиться. Или чаще вы можете выезжать, не знаю, там
в райцентр, в областной центр, и больше будет расходов на эти перемещения, на эти переезды. Но сам факт, основной посыл, это то, что финансовый план здесь обещает быть в разы лучше, чем в предыдущем году. Давайте смотреть и раскрывать, так ли это, что здесь. Ох, ну не зря сказала деньги с двух источников дохода. Смотрите. Туз пентаклей, дурак, двойка мечей. Двойка мечей здесь не ограничение. У меня, вот сколько я практикую, двойка мечей на самом деле показывает деньги одномоментно из нескольких источников. То есть может быть ваша основная работа или поддержка. У вас даже дно колоды двойка чаш. Ну, во-первых, из двух источников точно. Во-вторых, здесь может быть финансовая помощь или поддержка для кого-то от зрелых детей. Опять же, для кого-то от нового там избранника, избранницы. Ну и, конечно же, от какого-то вашего дела, начинания. Как вы видите, с финансами здесь все в порядке. Помимо всего прочего, о чем может говорить здесь двойка мечей? Это не закрытые возможности, это может быть осознанное ограничение в плане трат, если вы копите на что-то существенное, то есть на что-то собираете, может там на первый взнос, или, не знаю, там на покупку автомобиля, на путешествие. Ну, то есть здесь ресурс, который к вам приходит, распоряжаться им разумно. То есть обратите внимание, здесь дурак не стоит на краю обрыва, он присматривается, а стоит ли рисковать, оправданным ли является этот риск. И он будет, знаете, как еще опираться, ну не то чтобы на доводы, на общесоциальные настроения. Вот собака это также показывает. Поэтому, ну, самое главное, с деньгами все прекрасно, и тут стоит только порадоваться. Оценим с вами перспективы по здоровью. Что у вас по здоровью здесь будет? Так. Повешенный. Не совсем прекрасная карта в плане здоровья, но всегда озвучиваем честно, так как есть. Повешенный, так как правило, заболевания, которые в хронике и которые в рамках года могут дать о себе знать. В положительном, в позитивном ключе у меня конкретно на практике зачастую эта карта проигрывается как зачатие, тем более здесь, обратите внимание, это как символизм пуповины. Я знаю, что не у всех тарологов или практиков проигрывается в таком ключе, но поверьте, у каждого свой опыт, своя, скажем так, база наработанного опыта, я опираюсь на то, как работают карты со мной. Сейчас буду с вами раскрывать и смотреть, о чем говорит данный аркан и какой потенциал он несет. Так, что здесь? Четверка чаш, луна и дьявол. Уж простите, если это зачатие деторождения, то беременность будет непростая в том плане, что здесь велик риск токсикоза, повышенной утомляемости. В особенности, если крупный плод, то здесь зависеть от каких-то ограничивающих факторов. Может быть особая диета, может быть какая-то легкая физнагрузка, которая порекомендует вам врач. Опять же, если мы посмотрим, четверка чаш, луна и дьявол, в некоторых случаях может быть пострадовая депрессия. То есть я озвучиваю честно, как оно есть. Для тех, кому не актуальны вопросы зачатия, деторождения, кто вообще не детородного возраста, что здесь? Не совсем благоприятные карты, и я буду озвучивать почему. Есть риск у кого-то впасть в затяжную депрессию, меланхолию, хандру. Или ситуация, когда вы эмоционально можете, знаете, как быть в состоянии стресса или невроза из-за того, что от чего-то зависите. Допустим, эмоционально зависите от человека, есть какие-то эмоциональные привязки. Или зависимость, там, не знаю, от табака, от алкоголя, ну, не знаю, там, пищевые зависимости. Опять же, эта связка карт с повешенным иногда указывает на расстройство пищевого поведения, которое нужно будет контролировать. То есть, не знаю, анорексия, булимия, то есть могут быть разные крайности, но это нужно будет взять на контроль. Помимо всего прочего, сама по себе триада карты для мужчин и для женщин будет характеризоваться как изменение гормонального фона, который держать нужно на контроле. У единичного процента тех, кто меня смотрит, вы либо уже вступаете в 25 год с наличием деструктивных программ, которые нужно будет снимать, либо в рамках 25 года в отношении вас могут быть произведены такие воздействия. Поэтому держите эту ситуацию на контроле. Например,
Всегда были жизнерадостным человеком, и вроде бы ничего в жизни страшного там не произошло, никаких там смертей близких, знакомых или краха. Но вот ни с того ни с сего у вас опускаются руки, депрессия, апатия, хочется лечь и умереть. И если это состояние у вас длится, так сказать, не месяц, не два, имеет смысл обращаться не только к врачу за терапией, но и проанализировать, а не помог ли вам кто-то в этом ключе, чтобы так у вас шло в жизни. Объясню почему. Потому что, как правило, если к человеку приходят вопросы успеха в плане карьеры и денег, ну, никто не отменял череду завистников. Поэтому здесь просто будьте внимательны. В остальном же, если посмотреть, о чем здесь еще конкретно идет речь. Повешенные – это у нас попытки оторваться от материализма, от земли, быть более духовными. И вот для многих из вас актуальными здесь будут молитва, медитации, то есть, знаете, как духовное очищение, обращение к высшим силам для того, чтобы снять какие-то блоки, программы, установки, которые у вас имеют место быть. Даже, знаете, как сила самовнушения, это не просто аффирмации, это может даже действовать как эффект плацебо, что вы себе на ежедневной основе внушаете, что там вы здоровы, что вы там избавились от какой-то хронической болезни. Понятно, что если из серии, извините меня, конечно, у человека нет руки, новая рука не отрастет, да, но таковым образом вы сможете каким-то, привлечь энергию в свою жизнь, что, допустим, могут поставить хороший протез или как-то решить эту ситуацию, и вы будете ощущать себя полноценным человеком, потому что эта связка карт, это, знаете, как не быть в созависимом эмоциональном состоянии. Ну и, конечно же, если у человека кризис, в жизни бывают разные ситуации, 4 чаш, луна и дьявол, это тот момент, когда вы можете под воздействием внешних обстоятельств лечить душу, а именно стремиться, не знаю, там уйти в запой или сидеть на каких-то антидепрессантах, кто-то может быть на наркотических препаратах. Пожалуйста, не пишите мне в комментариях, что нет, это вообще не обо мне. Безусловно, это может быть вообще не о вас, и слава богу. Но все вы абсолютно разные, и я должна донести информацию для тех, кому это будет, знаете, как нельзя актуально или кстати. О чем здесь идет речь? Самостоятельно справиться с этой ситуацией вы не сможете. Здесь нужна будет помощь специалиста или эксперта, начиная от кодировки, от каких-то зависимостей до вопросов гипнотерапии, которые в этих зависимостях могут поставить вам точку. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью. Всегда говорю честно, как идет на картах. Дай бог, чтобы у вас отыгрывались только положительные аспекты, но я обязана донести, как оно звучит на самом деле. Смотрим вопросы личной жизни. Что здесь? Умеренность. А здесь на самом деле ситуация баланса, душевного покоя, гармонии и внутреннего счастья. Я бы сказала так, ангел-хранитель ведет вас в том русле, в котором необходимо, и создает те условия жизни, которые в рамках 2025 года позволят вам расти духовно, личностно и сделают вам счастливыми. То есть, например, если вы на текущий момент свободны, то это будет осознанное и счастливое, самодостаточное времяпрепровождение. И если вы там в любовном треугольнике, ситуация вас не особо будет беспокоить. И если вы в стабильном союзе, то наоборот укрепление и улучшение ваших отношений. Так ли это? Давайте смотреть, что здесь по факту. Как для вас будет отыгрываться данная информация. Так, 9 мечей, паж жезлов и 5 мечей. Одно колода, 9 жезлов. Это дистанцироваться от каких-то, знаете, самобичеваний, самоутверждений, от ситуации, когда вы накручиваете, или когда вы можете быть повышенный, конфликтный или обидчивый. То есть прорабатывать это в себе. Потому что что такое 9 жезлов? Не циклиться на каком-то негативе или на том, что не получается, а довольствоваться тем, что есть. Вот дотяну даже дополнительный аркан, здесь колесо фортуны. Это вас приведет к большим и лучшим переменам. Как это для вас прозвучит, мы сейчас откроем для каждого из вас, для тех, кто свободен, для тех, кто в адюльтерах, для тех, кто в стабильных союзах. Но основной посыл – это не накручивать себя понапрасну, не высасывать проблемы из пальца, не делать из мухи слона, стараться сглаживать острые углы, не конфликтовать, находиться в гармонии с собой и окружающим миром. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Что здесь? Как для вас отозвется, отыграется эта ситуация?
Восьмерка мечей и аркан жрец. Это ситуация, когда вы будете нацелены на взаимодействие с человеком, знаете, как ограничить круг общения. Только те, которые соответствуют вашему мировоззрению, вашим идеалам, может быть, религии, которую вы исповедуете, или вашему образу жизни. Но и это может быть для некоторых осознанный год аскезы. Не потому, что вы не хотите любить и быть любимыми, а, знаете, как будут иные цели и задачи. И этот год вы захотите провести в состоянии покоя и гармонии. Реже, но это вообще, мне кажется, один случай на миллион, когда кто-то может осознанно взять и принять духовный сан, то есть уйти в духовенство, то есть в монашество, уйти, так сказать, в монастырь или начать служить Богу. То есть ситуации могут быть разные, но, повторюсь, это какой-то случай один на миллион. Оценим с вами ситуацию для тех, кто состоит в адюльтерах. Что здесь? Здесь по королеве жезлов. В первую очередь информация актуальна для девушек и женщин. Это понимание или осознание, что ваше как душевное спокойствие дороже, потому что дно колоды отшельник – это выходить из отношений, которые для вас являются токсичными, обременяющими, деструктивными, которые каким-то образом понижают вашу самооценку или ранят ваше эго, ваше самочувствие. Почему? Потому что по королю жезлов у вас появится здесь новый мужчина, с которым вы будете находиться в гармонии, в резонансе. Причем не зря так выпали карты. Вы можете быть даже одной стихии, то есть огненной, то есть овен, лев, стрелец, потому что, знаете, как одно целое, идеально чувствуете или воспринимаете друг друга. Для мужчин, что здесь? Шестерка мечей. Здесь тоже уходить от вопросов адюльтера, то есть определяться с выбором и жить в гармонии, жить в балансе, то есть не разрываться на два двора, а понять, осознать, с кем вы видите свое будущее, с кем вы хотите его выстраивать, реализовывать, ну и, соответственно, быть в партнерстве, которое делает вас счастливым. Так, мы с вами... Ой, прям карта просится сама, но она не перевернулась, поэтому я переворачивать также не буду. Для тех, кто у нас находится в стабильных союзах. Напомню, для тех, кто не в курсе или смотрит меня впервые, стабильные – это те, кто или давно встречается, более года, или сожительствует, или у вас семья и брак. Что здесь? Пятерка чаш и десятка мечей. Ну, это я могу сказать так. Уж лучше страшный конец, чем ужас без конца. Для некоторых из вас это может быть осознанный разрыв отношений ради состояния своего покоя, внутренней гармонии и, знаете, как душевного баланса. В особенности, если отношения у вас длительный период вас, так сказать, отравляли, утомляли. Понятно, что это играется не для всех, а для тех, кто уже входил в 25-й год желанием бракоразводного процесса. Скажу так, сам бракоразводный процесс здесь будет непростым, но это ситуация, которая, допустим, для вас уже будет необходима. Это как ситуация будет очищения, освобождения и какой-то легкости в жизни. У тех, у кого в отношениях все стабильно, все хорошо. Умеренность и туз мечей в связке с текущими арканами, которые здесь идут, это как расставить точки над «и». Наконец-то вы сможете отстаивать свою зону комфорта. Не позволять вашему партнеру или партнерше садиться на шею или манипулировать вами. Или, так сказать, использовать вас на полную катушку или относиться к вам потребительски. Потому что вы здесь... по тузу мечей не с позиции начнете наказывать, начнете как-то действовать или зеркалить вашего избранника, избранницу, что, знаете, как им это не понравится. Прочувствуют, так сказать, на своей шкуре. Это будет, в свою очередь, вызывать конфликты и непонимания, какие-то распри. Но вместе с тем, или эти отношения сохранит, потому что человек захочет меняться ради вас, или действительно этот союз может быть разрушен. Увы, как есть. Так, хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим на... неожиданность периода. Что здесь? Так, неожиданность года. Башня. Башня – это отбросить все старое. Это, знаете, как очистить ваше пространство. То есть ситуация или разрушение прежнего образа жизни, создание нового, знаете, как возродить что-то на пепелище. В положительном ключе это могут быть вопросы, которые связаны с аспектами недвижимости. То есть переезд, смена места жительства, покупка, продажа, обустройство, ремонт, перепланировка. Так ли это? Давайте с вами смотреть, раскрывать, как данный аркан прозвучит для вас. Вот здесь.
Смерть, рыцарь монет, король чаш и дно колоды семерка монет. Это ситуация, когда вы устали ждать и захотите действительно расставить точки над «и». В первую очередь это касается вопросов отношений, потому что смерть, рыцарь монет и король чаш. Это когда вы устали быть длительный период в эмоциональной стагнации или ситуация, когда вы не можете изливать свои чувства, свои эмоции, свои переживания. То есть это вас не просто утомило, это наносит вам душевный и психоэмоциональный урон. Соответственно, перспектива ожидания, вы понимаете, что она ничего вам не дает. Дотягиваю снова доп. Десятка мечей. Завершить с этим, поставить жирную точку. С чем? Следующая же карта император. Почему? Потому что по десятке жезлов тяжело. То есть не несите на себе это тяжкое бремя. Если для мужчины, то речь идет о следующем. Допустим, в текущем партнерстве можете быть несчастливыми. Тут либо, как я говорила, по тузу мечей расставлять точки над «и», выходить, знаете, как из зоны комфорта, ну не то, что комфорта, а чтобы ваш избранник или избранница вышли из зоны комфорта и наконец-то начали слушать вас, чувствовать вас, понимать, что вы хотите на самом деле. Еще в положительном ключе это трансформация, изменения, а именно рыцарь монет и король чаш. Это будет трансформация или обустройство своего жилья в таком ключе, чтобы оно приносило вам радость, уют, расслабление, покой, защищенность. То есть вы будете нацелены непосредственно на это. Оценим с вами карту года. То есть основные энергии, каковыми они будут. Так. Справедливость. Вообще это карта кармы. Это не только что посеешь, что и пожнешь, но это аркан, который указывает на прохождение кармических уроков, на ситуацию, когда вы будете отсекать, как Гордеев узел, проходить какие-то сложные кармические уроки. Это тот момент, если жили праведно, воздастся по заслугам. Если неправедно, то можете искупать свои грехи. А в целом, тот момент, когда в рамках этого года вы можете поддаваться осуждению, критике со стороны знакомых или окружения, которые будут не понимать ваши поступки. Но по принципу, например, родители могут говорить, зачем вы там разводитесь, вот живите, там все отлично. А вы понимаете, что вам нужно делать выбор по сердцу, то есть как вам комфортно, не слушая советов или мнения со стороны. Опять же, энергии года по справедливости, делать все официально, по букве закона, по-честному, по-справедливому. Также быть критичными не только к себе, но и к окружающим. То есть, знаете, как отдавать той же монетой. И год, который может ознаменоваться экзаменами, проверками, получением сертификатов, дипломов, то есть документов, которые подтверждают вашу квалификацию. Или официально получить какие-то документы, там вид на жительство, паспорт, то есть у каждого по-разному. То есть год бюрократических проволочек, связанных с документами, с образованием, завершением какого-либо обучения. Но мы с вами раскроем, оценим, что здесь будет по факту. Как отыграется данный аркан. Так. Колесо фортуны, рыцарь чаш, паж мечей и дно колоды семерка монет. Это тот аспект, когда вы устали ждать. Это когда по справедливости вы сами себе пнули. Ну, по принципу под лежачей камень вода не течет. И берете свою судьбу в свои руки. Кардинальным образом ее меняете. И Вселенная вам в этом помогает. Это оказаться в нужное время в нужном месте. Это ситуация, когда вы интуитивно чувствуете, с кем познакомиться, кому что сказать, как себя повести. Или интуитивно даже ощущаете, куда переехать или куда поехать путешествовать, чтобы набраться сил. То есть, знаете, как информация идет извне. Опять же, внутренне ощущать, что или сейчас, или никогда. Вот настолько вы будете опираться на свое внутреннее чутье, на свои эмоции и осознавать, что для вас они являются верными. То есть слушать себя, и тогда все изменения в жизни будут во благо. Если это касается аспектов юриспруденции, то здесь найти специалиста, который поможет вам получить материальную компенсацию. Или, может быть, что-то по справедливости разделить, отсудить, получить наследство. То есть найти выход из какого-то сложного и затяжного для вас процесса. Посмотрим с вами совет от карт. О чем здесь идет речь. Одну секундочку. Так, совет. Совет от карт. Жрец.
Знаете, не знаю почему, но почти всем знакам зодиака так или иначе падают карты духовенства. Возможно, это связано с тем, что Плутон вошел, вот будет входить 20 ноября у нас, так сказать, на ближайшие 20 лет в знак Водолея. Но здесь прямо у многих, у кого повешенный, у кого жрица, жрец. То есть это, знаете, как обращаться к высшим силам. Кто во что верит, кто в Бога, кто во Вселенную. Ваши молитвы, ваши аффирмации, ваши посылы будут слышать. Для кого-то это, в принципе, переосмысление смысла жизни, новые философские взгляды. Жить по совести, жить праведно, по каким-то нормам, правилам, традициям, соблюдать их. Опять же, что такое жрец? В плане совета тратить свое время в свободную минуту на обучение, прокачку новых знаний, на обретение опыта, расти духовно и личностно, обрести наставника, может быть для кого-то наставником. Но в любом случае, это, знаете, как перейти на новый уровень жизни, бытия. То есть это не просто жить по принципу поел, поспал, да, и так далее, а вот нести какую-то миссию людям, выполнять свой какой-то кармический долг. Ну, давайте раскроем, о чем говорит конкретно для вас данный аркан. Так, что здесь? Паж монет, мир, пятерка жезлов и дно колоды маг. Прекрасные карты, потому что все-таки в первую очередь здесь идет речь об обучении, по получению квалификации с целью быть конкурентоспособным на рынке. Опять же, адаптироваться под геополитические изменения. То есть это для кого-то изучение языков, лавировать, быть мобильным. Кто-то может даже часто переезжать, чтобы найти лучшее место под солнцем. Опять же, паж монет, мир и пятерка жезлов для кого-то получение работы или профессии, которую вы можете, так сказать, задействовать дистанционно. Это сделает вас более маневренными, адаптивными. Самое главное, по аркану маг позволит грамотно выстраивать свою жизнь так, как вы хотите. Еще. Это ситуация, когда вы действительно будете искать партнера или партнершу, основываясь на каких-то базовых принципах морали, взаимодействия в партнерстве, чтобы здесь не было как не то чтобы стычки интересов, а жить не ради какой-то вот выгоды, а ради стабильности, продолжения рода, обретения состояния вашего внутреннего мира, без каких-либо противоречий. То есть, знаете, как найти того, кто зеркалит вас или соответствует вам. Еще сам по себе жрец. Это советы и рекомендации найти учителя, может быть, дистанционно. Для кого-то найти врача, эксперта, который поможет вам справиться или противостоять какому-то заболеванию, какой-либо болезни. Причем, если смотреть по карте маг, это будет крайне эффективным. Что могу сказать, мои хорошие? Ваше счастье в ваших руках, и арканы это показывают. Может, в чем-то год будет непростым. Перепроверьте по асценденту, посмотрите, сопоставьте, что для вас более созвучно. Я же вам искренне от всей души желаю самого легкого, самого потрясающего и комфортного 2025 года. Пусть реализуются все ваши мечты, чаяния, желания. Будьте счастливы, любимы, взаимно. Тем, кому нужна надежная опора и поддержка, семейный очаг, желаю вам его обрести, несмотря ни на что. Кому-то, если вы к этому стремились, стать свободным и окрыленным. Реализации, здоровья, успеха и финансового благополучия. В общем, всего того, что позволит вам жить полной жизнью. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.